Как жалобы разрушают вашу жизнь и что с этим делать? Привычка жаловаться на жизнь так же вредна, как курение и алкоголь. Пожаловавшись на неприятности, человек чувствует какое-то облегчение на душе. Но знайте, что жалобы наносят вред здоровью. Об этом даже говорят эксперты и даже рассказывают, как с этим бороться. Знайте, что из-за жалоб вы будете всегда одиноки. Завести вредную привычку очень легко, а вот избавиться от нее не так просто. Пожаловавшись несколько раз на супруга или начальство, человек становится просто нытиком. Сознание перестраивается совсем на другой уровень. И новый мотив поведения у человека появляется, и, соответственно, мозг начинает замечать вокруг только негатив. При этом человеку это уже начинает нравиться. К ставшему нытиком человеку окружающие также меняют свое отношение. Некоторые из близких и родственников начнут жалеть несчастного, утирая слезы носовым платком. Найдутся единомышленники, которые поддержат и составят компанию начинающему нытику. Но большинство людей адекватных, здраво смотрящих на жизнь, не захотят поддерживать общение и находиться в обществе такого токсичного человека. Знайте, что став нытиком, вы начнете чаще болеть. Учеными в ходе исследований было установлено, что нытье по поводу и без причин способно нанести прямой и косвенный вред мозгу человека. Также выяснили ученые, что негативный тип мышления ухудшает способность принятия решений и плохо влияет на доли мозга, которые именно за это и отвечают. А это, в свою очередь, может привести к более серьезным последствиям, например, болезни Альцгеймера или другим тяжелым заболеваниям. И знаете, что на этом проблемы ваши не заканчиваются. Когда человек жалуется, в организме происходит усиленная выработка гормона стресса – кортизола. И когда его количество превышает допустимые нормы, а это происходит обязательно, если человек ноет целыми днями, то в подсознании срабатывает принцип первобытного человека – «бей и беги». Давление может подняться, уровень сахара в крови растет, организм находится на грани выживания и снабжает кислородом и питательными веществами только главные органы, которые помогают именно выживать. Кортизол отрицательно сказывается на защитных функциях организма и существенно снижает иммунитет. Постоянно ноющему человеку довольно легко будет подхватить насморк при малейшем контакте с простуженным собеседником, не говоря уже о более серьезных болезнях, например, у которых есть предрасположенность. Например, сердечно-сосудистая система подвергается значительным нагрузкам, увеличивается риск инфарктов и инсультов. Изменения уровня сахара в крови могут спровоцировать развитие сахарного диабета. А вот повышенная выработка гормона кортизола может привести к избыточному весу и даже ожирению. Вы можете подхватить привычку жаловаться как простуду. Человек живет в социуме и является существом социальным, и это к сожалению. На подсознательном уровне мы копируем поведение близких людей из окружения, с которыми общаемся каждый день и проводим много времени вместе. Это родственники, друзья, сослуживцы. Способность к эмпатии сама по себе не является плохим качеством, но если человек попадает в общество жалобщиков и нытиков, он сам может не заметить, как через время станет одним из этого общества, таким же нытиком, недовольным всем и вся. Жалобы и курение схожи в том, что если человек побудет именно в курящей компании, то это отразится на его здоровье. Точно так же, послушав чужие жалобы, у любого нормального человека останется неприятный осадок, чувство негатива. Вряд ли адекватный, некурящий человек может спокойно сидеть и вдыхать ядовитый табачный дым курильщика. Точно так же нужно избегать и нытиков, и не находиться в их обществе, чтобы не вредить своему здоровью. Знаете, только вы сами можете исправить эту ситуацию. Эксперты психологии рекомендуют вместо жалоб перейти к благодарностям и вместо бесполезных пустых фраз использовать конструктивные предложения и претензии. В
каждой ситуации, когда снова захочется кому-то на что-либо пожаловаться, нужно постараться найти, за что можно быть благодарным. Ну, например, если домочадцы ленятся выполнять домашние дела, поблагодарите их за то, что чувствуют себя они незаменимой благодаря вам. Если вам тяжело найти в ситуации позитив, нужно поблагодарить за что-либо в жизни, чтобы кортизол не вырабатывался в вашем организме. Когда благодарность не действует, необходимо перейти к конструктивным предложениям и претензиям. Жалоба обретет смысл и не будет просто пустыми словами. Так вы найдете решение проблемы и сможете забыть о ней. Знаете, жалоба должна иметь именно цель. Прежде чем произнести жалобу, нужно подумать о желаемом результате. Нытье за компанию или ради простого нытья быть не должно. Начало должно быть позитивным, если жалоба касается других людей. Формулировки должны быть четкими и конкретными, а не общие расплывчатые фразы, которые не будут услышаны. Концовка не должна иметь негативную окраску, чтобы собеседник услышал и принял во внимание именно вашу жалобу. Друзья, постарайтесь думать позитивно. Отвлекитесь от негативных мыслей и помните, что Вселенная предоставляет каждому человеку равные возможности, и вам только нужно ими воспользоваться. А вы с этим согласны? Расскажите нам в комментариях под этим видео, часто вы ноете, часто ли у вас меняется настроение, часто ли вы обижаетесь, и как вы справляетесь с этим. Ну а с вами, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, но также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы, друзья, услышимся уже в следующих эфирах. Пока-пока!